В одной маленькой деревушке, окруженной бескрайними зелеными полями и пышными лесами, жила старенькая и мудрая бабушка по имени Мария. Она уже 5 долгих лет проводила свои дни в одиночестве, потеряв своего любимого мужа. Однако, несмотря на огромную пустоту, что осталось в ее сердце, она не теряла веру в светлое будущее и с огромным энтузиазмом принималась за каждый новый день, полный возможностей и радости. Летом Мария часто отправлялась в лес за грибами и ягодами, чтобы утолить свою страсть к природе. Это было ее самое главное увлечение, которое волновало ее сердце и наполняло душу умиротворением. Бабушка, собственноручно собирающая грибы уже многие годы, была опытным грибником, и ее взгляд обладал уникальной способностью замечать самые вкусные и редкие экземпляры. Она с наслаждением делилась своими находками с соседями, которые в свою очередь охотно помогали ей в повседневных заботах. Таким образом, старушка не только наслаждалась природными богатствами, но и создавала теплые и дружеские связи с окружающими. Зимой она часто прогуливалась по заснеженному лесу, медленно шагая по дорожке, которую сама протоптала. Ее ноги оставляли глубокие следы на белом пушистом снегу. Вокруг нее все было покрыто тонким слоем инея, словно фея деликатно поцеловала природу, оставив нежный след своих губ. Вдали виднелись голые ветви деревьев, обвитые снегом и высокой травой, укрытой под белым одеялом. Бабушка собирала ветки и палки для печи, они легко скрипели в ее руках, словно древние сказочные персонажи шептали ей свои истории. Зимой в лесу можно было встретить белок и зайцев, которые метались среди деревьев, играя в свою любимую игру «Лови меня, если сможешь». Сияющими глазами они прятались за стволами, скакали на снегу и вмиг исчезали, словно они были невидимыми. Но бабушка знала их уловки, она много лет провела в этом лесу, она знала его хитрые дорожки и маленькие укромные места, где живут сказочные обитатели. В местных лесах также были замечены и дикие звери, такие как волки и медведи. Их мощные следы на снегу свидетельствовали о их присутствии. Однако они не решались так близко подходить к жилым домам. Они оставались где-то в глуши леса, там, где их души могут свободно творить свои истории. Бабушка знала об этом и поэтому без боязни посещала данные леса. Она наслаждалась прогулками, попутно любуясь красотой природы, она любила подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Лес приветствовал ее в своих объятиях, словно древний друг, который рад видеть ее снова и снова. Она чувствовала себя в безопасности, зная, что лес будет ее проводником и защитой в этом суровом зимнем лесу. У Марии была небольшая ферма, где жили несколько кур и корова. Они были ее компаньонами и помогали ей чувствовать себя не так одиноко. Бабушка заботилась о своих животных, кормила их и даже разговаривала с ними, словно с друзьями. Каждое летнее утро она отправляла корову на луг, чтобы та пощипала траву, вечером она приводила ее домой и доила. Бабушка продавала молоко на местном рынке каждые выходные. Соседи очень любили бабушкино молоко и с удовольствием покупали его. Они отзывались о ней как о доброй и порядочной старушке, она всегда помогала нуждающимся, и в ответ соседи помогали старушке с хозяйством. Сосед по имени Антон помогал бабушке Марии заготавливать дрова, он привозил их из леса, колол на мелкие полежки и аккуратно складывал в поленницу. Так и тянулась жизнь одинокой старушки в деревне на окраине России. Ее дети навещали старушку, они жили в городе и часто звали Марию перебраться в город, но она каждый раз отвечала отказом. Она не хотела оставлять свой домик в деревне, где ей все знакомо. Тем более в городе нет такой природы и таких лесов, где можно неспешно прогуляться и послушать пение птиц. Однажды, когда летнее солнце сияло ярко и прекрасно, Мария, испытывая огромную радость, решила пройтись по своему привычному маршруту в лесу, чтобы полностью погрузиться в атмосферу природы и насладиться свежим воздухом. Она с легкостью надела свою изношенную, но любимую шляпу, а также не забыла взять с собой просторную корзину для грибов. В полной готовности отправиться в путь, она с восторгом ступила на привычную тропинку, которую она прошагала много раз. В то время, как она продвигалась вперед, она не могла устоять перед соблазном собирать грибы и ягоды, которые попадались ей на пути.
Ее радость увеличивалась с каждым новым грибом или сочной ягодкой, которую она смогла добавить в свою корзину. Наслаждаясь прекрасным пением птиц и теплыми лучами солнца на своем лице, Мария ощущала внутренний покой и гармонию, которые присущи только природе. Рядом с лесом слышался благозвучный шум местной речки, которой Мария уже неоднократно радовалась. Издалека доносились детские крики, которые добавляли определенную игривость и веселость в атмосферу. Для Марии лес был не просто местом, где она любила гулять, он был ее настоящим родным домом, который она всегда с радостью и любовью возвращалась посетить. Но судьба приготовила для нее неприятный сюрприз. По дороге в лес Мария наткнулась на группу пьяных мужчин, которые разгуливали по лесной тропинке. Они заметили старушку и решили, что у нее должно быть что-то ценное. С громкими криками и хохотом бандиты подбежали к Марии, и один из них с силой повалил бабушку на землю. Бабушка испугалась до смерти и поняла, что они хотят ограбить ее. Старушка говорила им, что у нее ничего нет, и умоляла отпустить ее, но грабители были непреклонны, они пинали бабушку ногами и требовали денег. «Либо ты отдаешь нам свои деньги, либо мы тебя убьем», — приговаривали бандиты. Старушка лежала на земле и плакала, не понимая, что ей делать. Она уже смирилась со своей участью, но судьба преподнесла ей неожиданный сюрприз. Внезапно из глубины леса раздался рык медведя. Огромный зверь вышел на тропинку и с угрожающим видом испугал бандитов. Они, не ожидая такого поворота событий, бросили Марию и растаяли в лесных зарослях, пытаясь спастись от ярости зверя. Пользуясь этим моментом, бабушка быстро поднялась с земли и, судорожно сжимая корзину, побежала в сторону своего дома. Она боялась, что медведь побежит за ней вдогонку, но постепенно страх сменился благодарностью к медведю. Мария была благодарна медведю, что он спас ее от бандитов, и она решила больше не рисковать и не ходить в лес в одиночку. Вернувшись домой, Мария с трудом успокоилась и рассказала своим соседям о случившемся. Все они были ошеломлены и очень обеспокоены ее безопасностью. Соседи связались с полицией и рассказали о происшествии. Местный участковый приехал к дому старушки и записал все показания и приметы, и сейчас бандитов разыскивают. Им грозит статья за покушение на убийство группой лиц. Добрые соседи пообещали Марии, что будут сопровождать ее в лес, чтобы она больше не оказалась в такой опасной ситуации. С тех пор Мария больше не ходила в лес одна. Соседи всегда составляли ей компанию, чтобы быть уверенными в ее безопасности. Бабушка была благодарна им за их заботу и помощь. Теперь каждый раз, когда Мария решала прогуляться по лесу, рядом с ней находились не один, а целая группа соседей. Они заботливо сопровождали ее по дорожкам, уделяя особое внимание каждому шагу, чтобы ничего не угрожало ее безопасности. Бабушка, наблюдая такую заботу и внимание, чувствовала себя безопасной и защищенной. Она благодарила соседей за их преданность и отзывчивость, понимая, что они делают все возможное, чтобы она была в безопасности. Эта бескорыстная помощь и забота придала Марии уверенности и сил. Она чувствовала себя защищенной и смелой, зная, что всегда может положиться на поддержку своих соседей. Теперь она оставалась в безопасности и продолжала наслаждаться жизнью в своей деревне. Ее дом был наполнен радостью и счастьем, которые она находила в своих соседях и своих любимых животных. И она всегда помнила этот день, когда медведь спас ее от опасности, и благодарила судьбу за свое счастливое спасение. Вот такая удивительная история произошла с бабушкой, ведь кто знает, что бы произошло, если бы не медведь, возможно, старушки бы уже не было в живых. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.